Раз. Проверка звука. Добрый день. Ку, пишет мистер Мойс в чатике. Ку-ку-ку. Напишите, пожалуйста, что звук есть. Поставьте плюс в чат, что все окей, все меня слышно. Немножечко добавлю звука, громкости. Меня уже 10 минут назад непосредственно позвали в пати. Я, конечно же, принял его. Потому что как же так не принять-то, да, в пати? Поэтому сейчас ждем ответной реакции от чата, что действительно звук есть, что все окей. А я пока начну говорить. В общем, дамы и господа, все, есть звук, отлично, шикарно. Сегодня у нас 9 декабря, да, получается, что мы чуть больше уже полутора месяцев занимаемся тем, что ведем регулярные стримы. Вот. Да, и одна из таких наших больших традиций, да, вспоминать, да, искать, что же было в этот такой большой замечательный день, да. А сегодня у нас празднуется День Героев Отечества Российской Федерации, да. А помимо этого, также празднуется День ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Так что, если в чатике есть кто-то, да, кто непосредственно из этой сферы, из РЖД, то с праздником, конечно, вас всех. И Героев Отечества всех тоже мы поздравляем. Также, конечно же, хочется сказать, что помимо российских, да, вот СНГ праздников, есть еще международные, такие как День борьбы с коррупцией. Если же вы поддерживаете борьбу с коррупцией, да, если вы против коррупции, и вас тоже, пожалуйста, вас всех поздравляем. Итак, мистер Неко ставит плюс, значит, все окей, значит, слышно меня хорошо. Что по планам сегодня? Лично у меня какой план, да? Я бы, конечно, хотел в первую очередь поиграть, пообщаться с вами. Может быть, у вас есть какие-то темы, да? Может быть, у вас какие-то вопросы ко мне, да? Как я к чему-то отношусь периодически. Мне, в принципе, это очень нравится, да, общаться непосредственно с новыми людьми, рассуждать на разные темы. Мне очень нравится ваша реакция, то, что вы очень живой чат. Это очень хорошо, да, для нас. Поэтому вы всегда можете задать любой вопрос, всегда можете предложить какую-то тему для обсуждения для наших игроков, для наших зрителей. Поэтому, я сегодня, да, планирую, помимо того, чтобы просто поиграть, но и обязательно, в любом случае, очень хочется сегодня затестить новый режим. Весь прошлый стрим мы непосредственно с нашим сокастером, а именно Настей Фоксик, пытались выловить этот режим, такой замечательный, великолепный по отзывам игроков режим, а сегодня, к сожалению, не будет. Вот. Может быть, в следующий раз. Но никак у нас не получалось, да, это выловить. Поэтому будем ждать и смотреть. Ну что ж, команда в группе, все в группе, против нас также люди тоже собрались. Это, в принципе, очень хорошо, потому что будет не очень хорошо, когда все за меня и никого против нас нет. Это супер классно. Я понимаю, что задержка у нас небольшая. Заранее говорю, господа КамАЗ Мойс, можете начинать искать игру, потому что я уже нажал на нее. Вот уже стартую. Ищите. Я надеюсь, что нас скинет в одну катку. Возможно, будет. Но если будет, то Иллюзия нас предупредит. Иллюзия, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в чатик, если вдруг предупредит. Потому что я отключаю все уведомления, кроме чата, да. Это очень важно для меня. Понимать, знать, слышать и прочее. Моя задача, во что бы то ни стало, поймать новый режим, да, обсудить его с вами, поделиться с вами своими мыслями, да. И самое главное, послушать тех людей, которые в него уже играли, и что они по нему думают, да. Если же у нас, опять же, помните, когда у нас выходил режим вместе с маяками, с такими точками, от которых уезжать нельзя, да, то там мы с вами создали в режиме онлайн эффективный тип геймплея, да, вот мы, по крайней мере, вместе с чатиком собрали, какой должен быть алгоритм движения. То сейчас этого алгоритма движения нет, потому что это новый режим. Поэтому ждем, ищем, пытаемся. Я нажал принять, кстати. Будем искать. Я вроде нажал принять, господа. Что? Почему-то не все нажали принять. Странно. Странно. Давайте нажмем еще раз. Просто не все нажали, я так понимаю, из команды. А у меня лично Морт, Амадеус и мистер Тауэр Крашер.
Смотрите, мистер Тауэр Крашер, он совсем недавно появился в игре, а уже 26 уровень, уже меня обогнал. Вот это гений. Мистер Гений получается на Тауэр Крашере. Если бы был бы рейтинговый режим, то не знаю, сколько бы у него уже... Он уже бы себе нафармил, да? Вошел бы в топовую лигу киберспортсменов. Не новый игрок. Так он, видимо, наверное, вернулся в игру, да? Ну просто я познакомился с мистером Тауэр Крашер на прошлом стриме. Какой народ против тебя? Все в твоей группе. Да нет, есть вроде мистер Мойс и КамАЗ. КамАЗ, добрый вечер. А меня просто до стрима пригласили, а я так, знаете, нажал плюс. Я крайне редко кого-то, крайне редко отклоняю. Сегодня только днем, когда меня пригласили, я отклонил. Ну, потому что там была одна единственная игра, которую я должен был играть. Подождите, а почему не может стартануть, друзья мои? А в чем прикол? Я нажал принять, может быть не все в курсе, давайте зайдем в Discord, спросим. Вроде 3-4 человека. Смотрите, давайте так сделаем, давайте я просто выйду из группы и стартанем все вместе. Потому что кто-то, видимо, АФК, кто-то забылся, да, мы первую игру сыграем без него. Вот, Алексей, добрый вечер. Тоже нажал. Давайте так, я вот сейчас стартую. Нет, давайте я нажму стартую, и через там 10 секунд я стартану, чтобы у всех все были готовы, да, вот, и вот так вот. Буду обратно считать. 10, 9, ну, смотри, Тауэр Крашер, мы сейчас стартуем все поодиночке. Я надеюсь, нас всех кинут в одну игру. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, я начал искать. Надеюсь, вы уже все успели нажать. Нас кинет в одну игру. По-разному раскидает. Принимай, не стесняйся. Да, хорошо, не буду стесняться. Спасибо, спасибо, спасибо. Угу. Сегодня идем, зашел. Ну, давайте я расскажу, да, о своих вещах, да, о чем я вообще думаю, какие мысли меня в будние дни коробят, да. Вот сегодня я увидел то, что на Твиче начали транслировать первую такую часть разрешенной игры, вот, которая, ну, скоро выходит, Киберпанк, да, вот Киберпанк 2077 завтра в 3 часа ночи должна по Москве выйти, да, и вот я сразу же, когда вот увидел вот этот стрим, да, там, по-моему, господин Шраут вел его, у него было зрителей примерно под 127 тысяч зрителей, и вот сразу же первая мысль, которая у меня возникла, я сразу же, как увидел этот стрим, сразу же вспомнил Киберарену. Я не знаю почему, но первая ассоциация с Киберпанком у меня не Киберпанк, а именно Киберарена из нашей игры, Киберсирена из нашей игры, вот. Поэтому хотел у вас спросить, господа, а есть ли у вас такие вот ассоциации у Киберпанк, непосредственно, есть ли у вас ассоциации у игры Exotank с Киберпанк индустрией и наоборот, да, то есть лично у меня из-за того, что я, получается, стримлю эту игру, такие ассоциации в моем голове возникли, и то есть потому что у меня уже есть определенные нейронные связи между Киберсиреной и Киберпанком. Я сразу вспомнил. Я представил себе, а вот прикиньте, если бы в эту игру добавить эти экзотанки, каково бы оно было? Как бы оно игралось? Итак, у нас режим контроль маяков, Кверин промышленный комплекс. Контроль маяков один из моих, один из самых сложных по моему субъективному мнению режимов, в связи с тем, что он абсолютно другой. Сам не понял, что сказал. Да-да-да, Нека, вот именно так. Стремлер очень много сказал, и в итоге получилась билиберда. Но я так понимаю, что зато вы, да, непосредственно ты, зато Нека, понял, что я имел в виду. Вот. Хлебну воды. Неудобный режим, да. Он не то чтобы неудобный, он удобный, если все игроки понимают, что нужно делать. Вот он вообще очень крутой, потому что он меняет привычные паттерны поведения, которые ведут к успеху.
Просто кто быстрее возьмет или кто кого успешнее атакует, у того и победа. Не, победа, ну, мне кажется, да, вот мне кажется, победа у того, кто не допустит, чтобы на его территории оказался из врагов. То есть, по сути, охранять свою территорию, находясь внутри территории, по моему субъективному мнению, да, оно не очень хорошо. Нужно охранять свою территорию за пределами, чтобы никто не зашел. Мистер Билл, добрый вечер. Держи лайкос, спасибо большое. Тот факт, что ты написал нам, это прям супер классно. Означает, что ты доехал до места своего назначения в прошлый раз успешно, без каких-либо проблем. Это супер правильно. Отлично, я очень рад. Вот. Знаете, я периодически вижу мемы различные о том, что различные контент-мейкеры из разных... Так. Из разных... Сейчас, подождите, мы сейчас убьем врага. Тут нехороший из врагов здесь сел. И он такой вот засевший. Ага, я вот вижу вас. А я знаю. Спрятался тут специально, чтобы мы не нашли. Сейчас мы тогда найдем. Ох ты. Вот этот звук. Если бы я впервые услышал этот звук, то меня бы он ввел бы в определенный диссонанс. Так, и где же этот месье КамАЗ? Месье Камазевич? Да, мистер Морт, вы можете сделать предположение о том, где находится мистер КамАЗ? Вроде 10 раз попал. Короче, против КамАЗа нужен либо Burst Damage супер быстрый, который не даст ему разъезжать, да? Либо урон, либо способности киборга. Так, одного мы убили, теперь второй. Возьмем талант на быструю стрельбу, потому что от того, как быстро мы стреляем, тем быстрее заряжаются у нас ремонтные батареи. Все мы уже с вами на прошлом стриме сделали для себя такую небольшую пометку. Да, как эффективно непосредственно нам юзать способности. Знаете, у этого танка есть прямо такая вот если строить график эффективности, да, вот от чего он зависит, да, то, наверное, ну, допустим, если по иксу будет у нас частота выстрелов основным орудием, как он называется, сейчас, подождите, я вспомню, основное орудие Стрикс, а по Y, ну, то есть, я так думаю, да, по Y непосредственно рисовать эффективность, то чем чаще танк стреляет, тем будет выше эффективность. Ну, типа, практически линейная зависимость. Такая вот возрастающая. Вот я себе представляю, по крайней мере, в моей голове это выстроено так. 15 лет стажа, ни одной аварии. Мистер Билл, да, тьфу-тьфу-тьфу, согласен, абсолютно. Тьфу-тьфу-тьфу, это очень хорошо. Самое главное, это то, что ты понимаешь, у тебя есть опыт, да? И голова на плечах. Так, я хочу, чтобы мои союзники попробовали... Так. Попробовали захватить вражескую точку. Я просто тут отбиваюсь, уже двоих убил. Мистер Масислав. Масислав, как всегда, супер-пупер красивый. Топовый скин. Топовый. Опачки, как много всякой штуки влетело сзади. Оп, у меня немножко зафризило. У вас как? У вас все нормально? Много урона в лицо получил. Ремонтных батарей совсем нет. Мистер КамАЗ, короче, заезжает на территорию в способности в невидимости. И я не могу, типа, этот момент просечь. Ох, да ты, господи. Нужен хил. Нужен хил. Даблкил. Подождите, у нас вроде игроков больше, а мы проигрываем. Как же так? Ай-яй-яй. Хорошо. Все, наконец-то наши союзники заехали на вражескую точку. Но с другой стороны, из минусов то, что враги заехали на нашу. Поехали, поехали. Все-таки скин супер топовый. Тот, который я сейчас ношу, который на мне. Он прямо очень красивый. Я бы даже попробовал, может быть, какую-то наклеечку приклеить.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Наклеечку я бы, знаете, попробовал с какой-нибудь цифрой. А, нет, цифра у нас уже есть, 21. Цифра 21, интересно, что она означает. Какой-нибудь крутой. Крутой игрок под номером 21. Ну, знаете, цифры же ведь в баскетболе, они же ведь имеют определенное значение. Ну, то есть, когда футболки продаются с разными циферками, там цифры, они приурочены к определенному крутому баскетболисту. Там, Майклу Джордану или прочее. Я просто в баскетболе не очень разбираюсь, поэтому так и говорю. Так ты, господи. Заехал я в центр, прямо между двумя танками. Хоть, ну смотрите, первая игра, враги супер классно сыграли. Их, по-моему, было чуть больше. Но ничего, поздравляю. Вот сейчас похлопаю даже. Вам слышно? Не слышно? А если слышно прямо неприятно, то сразу напишите. Ну что ж, неплохо. Ищем играть снова. Ищем играть снова. Если говорить по поводу сделать оценку нашей игры, да, не совсем понятно, с чего бы начинать, да, как оценивать. Но мне кажется, что я прям молодец, я сыграл хорошо, союзники у нас тоже хорошо сыграли, но у нас просто было нечем ловить мессия КамАЗа. Мистер Мойс сделал 6 киллов, кого-то настрогал, хорошо так наубивал. Но мистер Мойс у нас априори, когда был первый скилл-тест, по-моему, это был просто неделя, среда, или позапрошлой пятница, это был первый официальный скилл-тест. Собирай банду. Ну давайте соберем банду тогда на следующей игре, да? Соберем банду и поедем. КамАЗу не страшно, КамАЗ против скольких угодно победит, верно? КамАЗ. Подождите, ну вот я сейчас один. О, хорошая банда. Хорошая банда. Возьму Теслу. Надо обкатить. То есть обязательно нужно обкатывать каждую игру все танки. Основные. Обкатить Теслу. Обкатить сначала клиночек. Апнули левелочек. Ультанули всего лишь один раз. А нас не кинуло на тот режим, который хотелось. Я смотрел в Дискорде, вы писали свой... Вы писали свой алгоритм, как поймать новый режим. Насколько помню, да, кто-то писал вчера либо позавчера, но там вроде писали о том, что нужно, я так понимаю, покинуть игру и потом следующую искать. В этом случае кидает новый режим. Ну, я так понял, да? Но мне пока что не очень хочется покидать. Собирай банду. Хорошо. Я на следующую игру соберу всех остальных. Оставлю вас с Мойсом двоих. Будете отбиваться от нас. Посмотрим, кто кого победит. Так, мистер Тауэр Крашер на шторме. Ну, я думаю, что это изи победа. Хорошо, да-да-да, хорошо. Там надо выходить прямо из игры кому-то. Ага, мистер Мойс, так это ты написал, да, получается, этот гайд? Супер классный гайд. Либо взвод, но это через раз. Угу. Да, мы сейчас соберем взвод против вас. Соберем и глянем, как оно. Соберем и взглянем. Мне, на самом деле, я вот периодически смотрю наверх, и мне вот не дает покоя вот этот небесный объект. Может быть, вы уже привыкли к этому небесному объекту, но я всегда на него смотрю, всегда обращаю внимание и вот думаю, да, а вот что это такое, почему оно там стоит, как оно работает, действует ли на него силы притяжения, вот. Какой оно массы.
что там вообще происходит. Но по моим субъективным ощущениям, ну то есть если глянуть его и прямо вообще ни о чем не думать, не анализировать, то мне кажется, что оно какое-то искусственное, но не настоящее. То есть его как будто создали люди, или инопланетяне, марсиане, для каких-то своих целей. Так. О, мистер КамАЗ, вы очень самонадеянно въехали. Ой. Я догоню. Сейчас догоню. Только что пытался наш союзник на Tower Crusher сделать залп, но половина залпа ушло в стену. Чисто в молоко получается. Ой, хорошо. Классненько. Тут кто-то еще второй есть из врагов. Ага. Первый левел мы апнули наконец-то. Вы, кстати, замечали? Я замечал, да, что непосредственно у игроков, не игроков, ну, именно игроки, не игроки, у них, когда ты их убиваешь, меняется после смерти скин. И я вот это заметил. Да, я заехал, и маяк отрубился верно. Да. Ну, кстати, да, если это была именно такая стратегия, то все правильно. Кстати, мне кажется, да, мистер КамАЗ топ-1 по стратегиям. Чисто тренер команды, да? Чисто тренер экзотанков. Экзотанкистов. Чисто тренер. На самом деле, если собирать команду, вот если бы мне сказали прямо сейчас, да, Геннадий, пожалуйста, собери команду из этих, мы вас будем подписывать, мы ваши спонсора, вот, в игре Exotanks, да, то я бы, наверное, взял КамАЗа в роли либо одного из основных игроков, да, либо в роли тренера. Сам бы я тоже был бы тренером, но я был бы тренером по психологии, наверное, по психологии, а КамАЗа сделал бы тренером по механике и по стратегиям. Сейчас просто в киберспорте очень модно набирать себе тренеров различных, поэтому... А Масислава бы поставил на роль главного нападающего, молодое дарование. А мои союзники, кстати, очень правильную вещь делают. То, что они там тусуются, мешает врагам. А я тут отбиваю всех, кстати, троих уже убил. Троих. Мистер Амадеус. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, кстати, вижу, у Амадеуса это танк, который очень сильно стреляет. Надо что-то придумать против него. Давайте я попробую так. Но смотрите, расстояние маленькое, поэтому смысла стрелять нет. Ну а если вот так вот сделать? Опа. Опачки. О, да, супер хорошо. Но тут дело именно в том, что сработал мой ультимейт. У мистера Билла дела отлично. Теперь и Нина должна ответить, как у нее дела. У меня здесь спрятался диверсант. Занимается диверсификацией. Я все время говорю это слово, но не могу запомнить, как оно правильно звучит. Я уже раз 5, наверное, сказал вот это слово за все время. Диверсионная деятельность. Но оно все равно из головы вылетает. Так. Сейчас вы будете стрелять мне в кормовую броню. Да? Ой-ой-ой-ой-ой. Отсюда еще выезжать нужно. Сейчас бы взорваться. А взрывай меня полностью. Отлично, хорошо. Видели, что я типа сделал? Я не стал уезжать, потому что если бы я уехал, он бы меня все равно убил. И когда я бы резнулся, он меня взорвал бы второй раз. А я так сказал, я прям попросил взорвать себя, чтобы ультимативная способность ушла в кулдаун. Когда серверную оптимизацию исправят? Вот это хороший вопрос, Лигус. Лигус ТВ. Я не знаю. Если бы я знал, конечно, я бы ответил вопрос. Но может быть это вопрос не мне, да? Может быть Лигус хотел задать этот вопрос иллюзии. Когда серверную оптимизацию, ну точнее сделают, да, уточнение. Очень важный момент, уточняем, сделают. А вот
мне просто стало интересно. Я просто не специалист, мне хочется понимать, что значит серверная оптимизация. Это что такое? Сервер, я так понимаю, что это место, откуда распространяется, ну то есть там европейский сервер, да, азиатский сервер, есть, ну, американский сервер, да. О чем идет речь сейчас? О том, что когда типа все окей будет, или речь идет о том, что когда появятся различные сервера, там не русские или что? Ну типа я на I don't know'чах, если вы понимаете, о чем я. Rampage. Вроде бы я убил, а вроде бы не я. Странно. Так. Левелочек-то я взял. Сверхпроводники вкачал. Тут кто-то есть. Лигус. Или ты, смотри, ну просто мы на прошлом стриме обсуждали вопрос, да? Мы считали вероятность того, что за там 8-9 игр подряд может ни разу не выпасть. Мистер Морт, не взрывайте меня, пожалуйста. За 8-9 игр подряд может выпасть такое количество режимов и ни одного режима нового, да? Мы считали. Я играю сейчас в Блице. У меня все норм, а ваши танки дергаются почему-то. Я играю сейчас в Блице. У меня все норм, а ваши танки дергаются почему-то. Угу. А дергаются на стриме или в игре? Просто смотри, в чем прикол может быть-то. Дергаться он может, если ты говоришь про стрим, то это хороший вопрос, да, потому ты имеешь его право задавать, но я скажу, что мы делаем все, чтобы картинка была хорошая. А если она дергается непосредственно, если она дергается непосредственно на компе, то, ага, вот иллюзия отвечает. Блиц игра для телефонов и планшетов, а это игра для ПК. Тут требования повыше, над игрой работает, оптимизация будет. Ага, так как Блиц есть в стриме. Ага. Ну что ж, мы проиграли, но я прям надеялся, что мы выиграем. Так как есть Блиц в стриме. Блиц это мобильная игра, а это совсем другая игра. И другая графика. Тут железо мощнее будет. Но смотрите, согласен, если... Я просто не знаю, что такое Блиц, да? Я вообще абсолютно непосредственно не занимаюсь геймингом на мобильных платформах. Это вот... честно вам признаюсь, я не занимаюсь геймингом в мобильных платформах. Поэтому не могу сравнивать. Я играю только на ПК. У меня хороший ПК. И у меня крайне редко фризит и крайне редко дергает игру. И тогда, когда это происходит, я обычно говорю, да, я помечаю. Смотрите, там зафризило или что-то еще произошло. Угу. Даже игра моего друга работает лучше, чем ЕТ. Ну смотри, Лигус, нужно конкретно, да, говорить. Лучше это что значит лучше? Она... Требования у нее ниже, да? Потому что, ну, на самом деле, лучше всех в мире работает игра типа динозаврика в хроме. Потому что ей не нужна никакая оптимизация, да? Кроме UI и серверной оптимизации. Угу. А какие у тебя настройки? Ну, какой у тебя комп? Лучше в серверной части. Ну, на самом деле, все это хорошо, что ты сказал, потому что иллюзия, она обязательно передаст разработчикам. Я не совсем в этом смысле, поэтому можешь задавать еще какие-нибудь вопросики, на что я могу ответить, например. Ну, например, какая у меня погода на улице, да? Как мне такая зима? У меня, кстати, -7. И это самая холодная погода за последний год. Ты меня забанил в ЛС? Что? Я забанил кого-то? Я никогда никого не баню. Ну, потому что у меня нет такого права банить. А, так. Все, я понял, это иллюзия. Угу. Все, смотрите, у нас опять Кверин промышленный комплекс. Интересting. Но так я не пишу каждое слово с матом.
Кстати, матершинные слова осуждаю, да. Вот если ты пишешь слова с матом, это плохо. Вот, кстати. Мой самый уникальный танк. С наклеечкой супер красивой. И Д, где одно неверное слово, и все, пока. Ну, и непосредственно модерацией чата здесь занимается Иллюзия. Она тут богиня чата. Я же люблю поговорить. Я прям люблю, когда люди попишут, порассказывают мне что-нибудь хорошенького. Все, спасибо большое Иллюзии за то, что она нам рассказала, какие слова писать нельзя в чате. Все, я буду тоже знать. Так, мистер Камазислав, смотрите, какой у КамАЗа потертый такой хороший скин. По-моему, ветеран называется. У меня такой же скин есть на половине танков. Это когда ты покупаешь определенную крутую версию игры, я помню. Так, подожди, а куда ты стреляешь? Подожди. КамАЗ, куда ты стреляешь? Кто-то в невидимости? Да вроде нет, точка захватывается. Наша точка захватывается, никого в инвизе на точке нет. Значит, диверсант, он может, ну типа он не приехал еще. Ладно, месье мой КамАЗ, вы тогда оставайтесь здесь, я пошел воевать. У меня обычно стратегия сиди и защищай, но здесь я чувствую, что у меня очень такой вот тыл крепкий, который в любой момент меня поддержит. Мистер КамАЗ меня поймет. Он топ-1 по стратегическому мышлению, поймет непосредственно, чем я занимаюсь. Едь, говорю же, все хорошо. Я еду. Все, разворачиваюсь. Я пострелял, короче, во врагов, никого не убил, но maybe что-то получится. Ага, да, типичный Геннадий. Чем разрабам не понравился старый удобный интерфейс? Так ты хочешь сказать, что интерфейс в Exotank старый был лучше? Ну, хорошо, давай тогда обсудим. Но мне интересно стало. Лично я считаю, что данный интерфейс удобнее. А какой именно элемент интерфейса тебе кажется лучше? Ну, мне просто интересно. Я думаю, что я могу, в принципе, задавать, если у нас именно будет дискуссия такая какая-нибудь, то мне интересно. А какой именно из элементов интерфейсов тебе казался тогда лучше, чем сейчас? Мне, опять же, максимально субъективно, мне данный интерфейс чуть-чуть больше нравится, чем старый. Опачки. Вот Масислав. Вот я знаю, что Масислав, он типа говорит по делу. Масислава нужно слушать практически всегда. Он херни не скажет, извините, если, ну, типа, это слово можно использовать, да. А я, кстати, имел в виду овощ. Овощ, который растет как качан капусты. Как белокочанная капуста, только не капуста. Вот. Ну-ка, расскажи мне, месье Масислав, о чем идет речь. Угу. Всех убили мы с этой точки в бою. Раньше умения были цифрами, а сейчас F1, F2. О чем разрабы думают? 1, F2. Так, подожди, ты же можешь сам настолько менять, сколько угодно, насколько я понимаю. Умение 1, 2, 3, да? Ты можешь как угодно менять же, да? Оборудование 1, оборудование 2. Или я не понимаю что-то. По-моему, всегда же можно самому как тебе... Ой, почки. Как тебе удобно, так и ставить. То есть, если тебе действительно удобнее ставить на единичку, двоечку, то, конечно, ставь. Это зависит от того, ну, типа, длинные тебе пальцы, либо нет. Вот у меня пальцы... Он имел в виду прокачку танка, да. А что, прокачку танка нельзя изменить? Она не меняется? Серьезно? Я думал, что здесь все меняется.
Так, карты, мини-иконки, оборудование. Угу. Нет, смотри, и вот я хочу, давайте-ка, я хочу вас заразить. Мне казалось, вот я 5, кстати, ассистов. Мистер Ассистмент, мистер Ассистмент. Вот. Хочу возразить, в прошлой версии игры, насколько я помню, там нужно было зажимать, а сейчас зажимать не нужно. Квадраты большие, пустые появились, потом в игре изменить картинки, способности в игре. Раньше было красивое ХП противника. Непонятно. Ну смотри, опять же тут мой вопрос в том, ты говоришь красивее, да? Но вопрос в том, что такое красота. Вот я не понимаю. Вот ты, может, понимаешь, а я не понимаю. Мне непонятно. Вот я скажу, что, допустим, самый красивый танк. Вот, допустим, клинок. Такой, нет, не клинок. КамАЗ. В общем, появилась ненужная, как по мне, еще одна ХП твоего танка, где уровень танка. Ненужная, как по мне. Ну смотри, опять же, как лично я использую вот это ХП, да? Я не смотрю вот справа, я смотрю сюда. Ну то есть, тут речь идет о кубиках. Я стреляю, и когда я вижу, сколько ХП у врага отнимается, один кубик это всегда 50 ХП. Всегда 50 ХП, я это четко понимаю. И когда я стреляю, допустим, основным орудием за старика, помнишь, когда ты делал, ну типа, 11 киллов, да, на старике, ты сам писал в чат, что ты убиваешь за счет того, что урона очень много. И по тому, как двигается вот эти вот... ну как их сказать? Вот эти вот деления, столбики, да, вот ты понимаешь, сколько именно ХП у врагов. Опять мое субъективное мнение. Ну да, тебе, видишь, удобнее так. Хорошо было сыграно. Давайте возьмем тогда механика. Механизм. Казом. Не, все-таки я вас обманул. У меня сейчас минус 9. И это рекорд. Рекорд за весь декабрь. Никогда так холодно не было. Я даже не знаю, как себе теперь вести, что мне делать. На улицу нельзя выйти. Так. Подождите. Захватите базу противника. А что такое? Стоп, я что-то не догоняю. Чтобы победить, уничтожайте вражеские танки. Это есть новый режим, да, господа? Это новый режим у нас. Все отлично, супер классно. Поздравьте меня, поздравьте. Я всех вас поздравляю, мои дорогие зрители. Экзотанкисты и экзотанкистки. Мафиози и мафиозницы. Наконец-то новый режим. Да, все, да я тупой. Извини, сори, КамАЗ, я тупой. Я просто не врубался. Я не читал название нового режима, я читал правила. И я немножко тупил. Мне проще будет сказать свое мнение, как и другим. Ну, да. Итак, давайте врубаться. Что нужно делать? Вы можете возродиться только 4 раза. Чтобы победить, уничтожать вражеские танки. Все, это и есть дезматч. Все, нам теперь умирать ни в коем случае, никогда, ни в коем случае нельзя. И наша основная задача пытаться хилить союзников. Да, нам нельзя умирать. Вижу, что синие красные кружочки появились. Почему такие большие? Вопрос другой. А что в этих кружочках? Так, Black Star 1963. Да ты, господи, что там у тебя творится? Все. Хорошо, кстати, мы сыграли с Мортом. Я дал усиление урона, а Морт дал залп двойной подряд. Мы практически убили врага. Да, много, кстати, урона по мне зашло. Развернемся. А в игре еще есть баг кривой бокс-коллидер. А это, кстати, супер хорошо, что ты нашел баг. Напиши, пожалуйста, об этом иллюзии. Все мы же помним, да? Игра находится еще в тесте. Все баги, это прям супер классно. То, что вы находите. Все большие молодцы. Ты молодец, мистер Лигус. Мистер Лигус. Так, все, я вижу, смотрите, у врагов потихонечку количество
этих штучек уменьшается. Я, кстати, догнал, что это значит. А что это за цифра? 25. Это что? Это что, захват? Нужно захватить? Да. А что ты не, сразу не написал, мистер Лигус? Это полезное. Это ты бы очень сильно помог сообществу. И сообщество тебя бы, знаешь, очень бы это, типа, большое спасибо тебе. О, ты, господи, что это сейчас только что было? Так, сейчас, подождите. Какая-то ересь вышла только что. И у меня, на мне навесился эффект. Он, кстати, похож на эффект наноброни. Это эффект похож на эффект наноброни. Может, это она и есть? Может быть, это просто баф? Это типа, как... Да ты. Что там творит? Нашу базу захватывают. Надо помешать, друзья. Господа. Мойс, а как ты вот в этом режиме успел за 2 минуты всех поубивать? Так. Или ты просто очень быстро захватил базу? Я так понимаю, что здесь можно захватывать базу, и игра очень быстро заканчивается, да? В этом случае. Давайте-ка попробуем заехать и захватить чужую базу. Короче, я пошел хилить КамАЗа. КамАЗ захиленный полностью. Я еду на вражескую точку. Глянем, как это работает. Мистер Масислав, хил тебе даю. Дружочек-пирожочек. Масислав. Ух, хорошо. Сейчас, подожди, Мойс, тебе еще раз захилю. Где-то там... На, держи. Кстати, вот эта связка, танк, клинок и механик, это супер имбовая связка. Мы весь прошлый стрим с Мойсом это доказывали несколько раз. Еще раз давай хилю. Хилю по КД, супер классно. Кинул Realm World. Пока что мои союзники дерутся на центральной линии. Можно? Стопэ. Так. Это шо? Это что такое? О, это ремонтная станция? И что это? Картинка забыл написать. О, все, я тут, короче, в невидимости. Место, где я становлюсь невидимым. Не, меня хилит, господа. На мне висит баф. На мне висит баф от хила. Здесь я отхиливаюсь. Это точка хила. Да, я помню, кто-то говорил на стриме, что теперь можно хилиться вне базы. Все. Это супер классная, кстати. Супер классная стратегия. Если ты играешь за танк, типа танка, на котором играет Мойс, то это супер круто. Это прям вообще нереальная бища. Мне кажется, это прям супер офигенски. Unstoppable захилил. Не, я все-таки посмотрю, как она работает. Мне прям нравится, как механизм отрабатывает. Просто гляньте. Опа. Появляются такие штучки, они опускаются вниз, поднимаются снова вверх, опять опускаются вниз, поднимаются вверх. Классно, классно. Мойс, а тебе нравится вот это механизм от хила? Расскажи, я хочу знать твое мнение. Лично мне очень нравится, а ты очень активный в чате, поэтому вот у тебя и в первую очередь спрашиваю. И КамАЗ тоже, кстати, можешь ответить. Все, кто хотят, все могут ответить. Я никому не запрещаю, если что. Норм механизм. Да, он просто красивый. Ты видел? Ну, то есть, что там происходит? Там двигается вниз-вверх. Эта штука происходит типа сканирование корпуса. И вот эта штука, видишь, когда я заехал, она стала желто-зеленой, желто-зеленой. Нет, я имел в виду желто-синий, желто-синий. Я как будто дальтоник на стремлере. А когда отъедешь, сейчас покажу. Когда отъедешь, она становится снова красной. Но нечестно будет, если стоять, например, на ТТ в нем. ТТ это... Так, давай подумаем, кто такой ТТ.
ТТ это... ТТ, подожди. ТТ это... Есть? Нет. Я что-то... Я не понимаю. Будет постоянный хил. Да, согласен, будет постоянный хил, но... что такое ТТ-то? Но смотри, просто он же ведь размещен, знаешь, в каком месте? Он размещен в таком месте, в котором постоянной драки-то нет. Видишь, в чем прикол? Защитники. Все. Защитники. ТТ. Подожди, а почему ТТ защитники? Потому что танк-танк? Ну, типа танк-танк. 13 помощи, супер гениально. Все, тяжелый танк. Все, я понял. Отлично было. Супер. Пупер. Гениально. Я хочу, чтобы был еще раз этот режим. Мне хочется изучить его поподробнее. Глянем, из каких элементов он состоит. Но пока что я понял с первой игры в том, что теперь ты не можешь безбожно фидить. Ты не можешь вести себя, как, знаешь, как обычно Геннадий на стриме. Выезжаешь первым, получаешь людей, отхватываешь, умираешь и обратно появляешься. Сейчас каждая твоя смерть, она имеет большое значение. Ты должен следить за количеством твоих респаунов. И здесь у каждого танка по 4 респауна. Если он заканчивается, я так понимаю, что танк больше не появляется. Вот. Но помимо этого, как я понял, есть точки, которые нужно захватывать. Это ну как альтернативный вариант победы. А еще есть точка хила. А еще помимо точки хила, я так понял, что есть место, которое выдает тебе броню. Это прям супер круто. Так, давайте-ка подумаем, кого возьмем. Давайте Штормислава возьмем. И поедем сейчас по дальней части карты. Если нам действительно повезло, и у игры есть обыкновение кидать в один и тот же режим, то нас опять снова кинет в тот же режим, в котором мы сейчас играли. И это прям супер классно. Ну, чтобы изучить его. Для нас. Для меня, по крайней мере. Нет, нам не повезло. Другой режим. Сделать бы КД на механизме хила. Ну вот смотри. КД на механизме хила. Давай подумаем. Давай будем думать. Проблема в том, что, по моему субъективному мнению, этот механизм хила, он стоит в таком месте, в котором... Ну ты типа приехал, захилился и уехал. 5 живых людей против одного живого, 4 ботов. Лайк. А чуваки, которые против нас играли сейчас, они больше не попадаются. На центр можно популять. Ну вот мы изначально играли в режиме. Первую игру я играл один, да? И тогда нас кинуло, сколько нас было? Человек 7. Сейчас противник не кидает. Опа. 2 стороны можешь контролить. Так, Лигу, залетай к нам. Я так понимаю, что проблема в том, что у врагов недостаточное количество бойцов. Бойцы не хотят играть против стремлера. Экзотанкисты. На центр можно популять, 2 стороны можно контролить. Наверное, да. Месье Лигус, залетайте к нам. Все, понял. А ты на ком? Ты на ком играешь? Ты на Амадеусе? Или на Морте? Подожди, а ты кто? Все, понял. Я врубился, все, спасибо. А ты кто тогда? Ну, чтобы я знал, буду знать теперь. Там, смотри, на позапрошлой игре против нас тоже игроки были. Самый нижний, да? Бланко 26. Все, буду знать. Все, спасибо. Я сейчас даже тебе в друзья добавлю после игры. Но сейчас очень удобно, когда в друзьях есть игроки. Ты видишь, кто ищет, кто не ищет. А Тесла твой любимый танк? Но Тесла, насколько я помню, он покупаемый. Как тебе, кстати, Тесла?
Как тебе новый танк, вот этот вот, который тоже летает? Месье Масислав на нем ездит. Если, смотрите, давайте, друзьяшки, если у нас найдутся прямо геймеры у меня во френд-листе, вот, и вы создадите непосредственно коалицию, то будем бахать. Прямо сейчас. Сделаем кучу на кучу. Массакр. Сначала я прочитал самый книжный. И уже начал думать, да, что такое, значит, книжный, почему книжный? Причем здесь книги даже, и у меня мысль была такая. Книги, конечно, супер классно. А причем здесь они все-таки? Отлично. Тупо ливну. Так, следующий можешь подождать. Эварест, здорово. Сейчас сделаю английский, и если успею, то залечу к вам. Отлично, мистер Эварест, давай залетай. Английский это хорошо. А английский ты для школы делаешь, и для университета, для работы, для чего? Оп, дэмэдж, конечно. Английский very good. У меня, кстати, мой английский супер хороший. English is my native language. Yes, boss. Натюрлих Багбир. Сразу, конечно, все поняли, насколько я крут в английском. Школа. Ну, это круто, да. Very good. Светлячок полетел. Да, дубль килл. Лангуага, да. Слово же такое, знаешь, тяжелое. Так просто не прочитаешь, если нету опыта. Все. Кими, добрый день. Экзотанкисты сейчас меня поддержат, тебя тоже поздравят. С праздником. Сегодня профессиональный праздник экзотанкистов. Вообще английский не такой сложный, если понимаете логику языка. Да. Это да. Если понимаешь логику, то все становится очень простым. А еще если ты общаешься с носителем языка, это прям вообще супер круто. Но если есть носитель рядом, который с тобой может пообщаться. Я английский учу, лично я учу английский по играм. Я учу по играм, иногда ставлю английскую озвучку, но ставлю русские субтитры. А иногда наоборот. А еще, мне кажется, самая лучшая игра, по которой нужно учить английский, это Grand Theft Auto. Ну, ее именно соло-версия. Вот знаете, когда ты сидишь, играешь, и ты не смотришь на дорогу, ты водишь вроде автомобиль, неважно, что там, автомобиль, танк, ты его водишь, но ты не смотришь на дорогу, одним глазом смотришь на дорогу, да, а другим глазом ты читаешь субтитры. И в итоге из себя получается такой вот человек косоглазик. Но зато ты учишь английский. Правда, какого качества английский ты учишь, тоже другой вопрос большой. Ты учишься материться в основном. Но я, кстати, осуждаю тех, кто матерится. Сам не матерюсь никогда. В скобочках, да. Жиза, да, жиза. Мойс подтверждает, да, что по субтитрам учиться такое вот раздвоение у тебя появляется сразу же по глазам. Я пытался еще учиться по сериалам. Я прямо в свое время старался, да, но тут вопрос в том, что какого качества английский. Дело в том, что в сериалах английский, ну, то есть подается американский английский в основном. И это не тот английский, который ты учишь в школе, в университете, провождение в GTA. Да-да-да, это прям вообще капец.
Ты... Разработчики просто не дают шанса. Даже нет шанса никакого, что сделать, но это тоже. Субтитры всегда появляются тогда, когда ты вводишь. Там не бывает такого, чтобы ты хочешь изучить, ну то есть ты хочешь прочитать сюжет, изучить сюжет, и хочешь параллельно с этим нормально поиграть, но ты не можешь. Нет ни единого шанса. Никто из разработчиков никогда не хочет переводить GTA на русский язык. Я даже понимаю почему. Давайте-ка я расформирую группу, чтобы у нас было все по-честному и игроков раскинуло, да? Мы ищем игру. А я пока что расскажу свое мнение, да, вот. Лигус, залетай. Я без группы сделал, все залетят как прими в друзья. Давай, я только вижу, что ты меня не докинул. Не вижу. Не вижу. Я, короче, стартанул игру. Ты мне кидай обязательно. Так вот, разработчики не дают шанса изучить сюжет нормально и нормально поводить. Почему разработчики GTA не переводят на русский язык, по моему субъективному ощущению, я тоже понимаю. Потому что ты, когда слушаешь этот голос, ну, голос основных персонажей в таких играх сюжетных, то вот вместе с голосом передается не только смысл, но передается еще и эмоциональная окраска. Ну, то есть, оу, какое-нибудь плохое слово, да, допустим, черт, да, к примеру, на английском варианте, и ты сразу понимаешь, что он раздосадован. И не все крутые... Алло! Господа, я вот искал игру один. И за меня всех четверых закинуло. Ну, я не знаю. Я не виноват, если что. За меня. На лупу нажми. Я нажму. Хорошо, я просто... Я так понимаю, что интерфейс не изменился. Я буду изучать, как это все. У нас в школе британский. Да вот, Эверест. А вот в фильмах, да, вот ты смотришь, ты, скорее всего, слушаешь американский вариант, если это не британский фильм. А в школах и в университетах там изучается британский практически всегда. B-balance. Я не знаю, как это все работает. Но тут смотри вопрос. Опять же ты говоришь B-balance, да? Давай подумаем. Давай представим себе ситуацию. Мистер Линкс хочет ливнуть. Я не знаю, как это работает. Ну ладно. Да ты кайфани. Ты видел первые стримы, которые я вел? Первый месяц я не выигрывал ни разу, мне кажется. Кажется, первый месяц вообще не выигрывал ни одной катки. Ну, типа, посвящение было за танкиста. Здесь ты хотя бы поездишь, поизучаешь. Но я о чем говорил я обычно. Вот. В том, что нужно получать experience. Вот. Но, опять же, если ты хочешь... Вот, опять же, возвращаешь к мысли о том, что английский, британский изучать можно по... Ну, типа, с native спикером. Если это непосредственно британский какой-нибудь сериал, то, наверное, можно круче изучать. Я каждый бой выигрываю. Ну вот, сейчас немножко проигрываешь. Вот, смотрите. Вот эта штука 99-96. Я так понимаю, что здесь скоро появится какая-то хрень, которая бафает меня. Но кривой матчмейкер все портит. Смотри, вот, опять же, по поводу кривого матчмейкера. Мне кажется, просто людей, игроков не так уж много, сколько должно быть. Если здесь заполнится, я думаю, что все должно быть круто. А ты, месье Лигус, как у тебя с English Langvaga? It's okay? Are you native speaker? Марсианский денсер. Марсианский денсер. Кстати, да, бывает. Если вы замечали, пару раз на стриме у меня была ситуация, когда я ездил... Мне, блин, вот эта штука мне супер нравится, как будто происходит этап мойки, как будто меня моют. И типа супер... Ладно, супер прикольно. Я буду здесь пока что здесь постою, расскажу вам, что я думаю по поводу денсинга, да? Самый лучший танк для денсинга это без сомнения Диабло. Пару раз на стриме он у меня закручивался вокруг своей оси. И я видел, как там союзники мои тоже денсили.
Эверест, а ты в каком классе, если ты вот в школе сейчас учишься? Английский. И на кого ты собираешься поступать, учиться? Мне стало интересно. Вот я сейчас подумал. Ну, типа, школьники же ЕГЭ сдают. И все прочее. Я, по крайней мере, в свое время сдавал. А, все, смотрите. Время закончилось, 8 класс. О, так у тебя помимо ЕГЭ еще должно быть ОГЭ, да? Перед ЕГЭ. То есть ты сначала сдаешь ОГЭ, потом ЕГЭ. Можешь после 9, вот, кстати, эти штуки. Можешь после 9 либо пойти учиться в колледж, либо идти и доучивать. Вот эта штука супер классно. Как работает эффект, это прям супер красиво. И ты можешь, получается, либо учиться в высшем учебном заведении. На что планируешь? Давай я сразу скажу свое предположение, и ты скажешь, попал я или не попал. Ты хочешь идти учиться на конструктора, на инженера-конструктора, чтобы делать новые танки. Вот мое предположение. Инжиниринг. Да. Это все-таки на мне надо броня висит. Я прям чувствую это. Оно так работает. Классненько. Дэмэдж очень сильно режется. Я прям смотрю, он либо режется, как надо броня. По-моему, надо броня ровно в половину режет весь входящий урон. Ну вот я, кстати, дейтингом и занимаюсь марсианским. Я, правда, не один этим занимаюсь. Мистер Борис Роу. Привет. Ну-ка, чатики. Чатик, поздоровайтесь с мистером Борисом. Хочу пойти в 3D Game Dev и Level Design. О. Но тут вопрос в том, что как... Ну, смотри, учебного заведения, где учат 3D Game Dev. Не уверен, что такие учебные заведения есть. Я понимаю, что есть учебные заведения, где учат просто в целом конструированию и 3D моделированию. Да, согласен, это круто. А Level Design, ну тут именно высших учебных заведений, таких вот, давай подумаю, есть, нет? Ну хотя к тому моменту, когда ты прямо доучишься, может и появится. Да. Знаю. А можно, знаешь, чем заниматься? Можно заниматься тем, что изучать и делать самому. Ну вот смотри, я считаю, что вообще геймдев, да, геймдев это очень молодая индустрия, да, по меркам, по современным меркам этой индустрии, ну, лет 25-30. Поэтому зачастую, как таковые, ну, то есть, как происходит обучение в российских реалиях, чтобы появилась учебная программа, по которой тебя могут выпустить и выдать диплом, эта программа должна быть уже очень долгой, да, то есть она сразу не выходит. Сначала там должны собраться определенные люди из Министерства образования. Они должны составить эту программу, должны ее согласовать с министром образования. И после того, как эта программа уже согласована, а это уйдет год, 2, 3, 4, да, может быть, уйти, они должны выпустить первых специалистов, это 5 лет. Да, или бакалаврах, это 4 года. И каждый год что-то должно меняться. Ну, по крайней мере, у меня в университете было так. Ну вот. Когда я учился. Поэтому я в моделизм умею делать модели. О, мистер Лигус, это супер хорошо, то, что ты умеешь. У нас, кстати, в сообществе у нас очень крутые гении есть. Я так понимаю, что помимо тебя кто-то еще этим занимается, а мистер Деннис умеет рисовать танки. Классно им эти делать. Если ты, ну, типа, полистаешь ленту в Дискорде, то ты увидишь, что периодически мистер Деннис выкладывает очень красивые работы. Да, и я очень жду, когда же разработчики наконец-то добавят хотя бы там 1, 2, или, может быть, вдохновятся идеями мистера Денниса и добавят эти скинчики в разработку. Вот.
что еще говорит Эверест? Хочу, чтобы ближе было к программированию изучить, а потом уже 3D курсов. Ну смотри, я уверен, что программирование и 3D курс это очень разные профессии, причем даже кардинально, диаметрально противоположные. Дело в том, что программирование это математика, очень большая математика, алгоритмизация. Ну я просто понимаю, о чем идет речь, я учился на робототехника, поэтому и говорю, да. А 3D моделирование, ну в том числе, когда я учился на робототехника, мне пришлось рисовать модели различных элементов, там, корпусов различных деталей, как инженер. Поэтому понимаю. Но в целом, если ты программист, то 3D модели ты будешь супер классно. Ты понимаешь, да, ты легче разобраться. А если ты гуманитарий, то сложно. А так участвую в создании любительских игр сейчас. Это супер круто. В геймдеве программить недалек от 3D. Поверь. Ну, может быть, да, может быть. Опять же, да, наверное. Но то, что ты участвуешь в разработке любительской игры, это прям молодец. Сейчас, подожди. Я похлопал. Лучше просто ливну. Смотри, сейчас давайте следующую сыграем. Там следующие 1, 2, 3 катки, да, потому что ну вот у меня людей нету в тиме. Или можешь меня в друзья добавить. Где ты там? Лупа. Что, мистер Морд? Сейчас, где-то там. Вот, мистер Морд, подожди, давайте мы Лигуса добавим. Как тебя там, у тебя никнейм-то? Правильно, Бланко. Бланко. 26, да? Все, мы тебя добавили. Ты синий дьявол, кстати. Ты в курсе? Синий девил. Бриз. Ну, гоу. Короче, давайте сделаем мини-скилл-тест. Короче, я сейчас буду следить за вами, а ваша задача набить максимальное количество киллов. Тот, кто самый топовый, выбирайте сами танки, как хотите. Я очень хочу, наверное, все-таки я попрошу Иллюзию. Попробую с ней договориться. Я думаю, что ну, Иллюзия в целом очень добрый человек, вы все знаете. В комьюнити самый добрый человек в мире. Попробую договориться, чтобы у нас было хоть какое-то интересное соревнование под Новый год. И именно я прям хочу, чтобы это был скилл-тест. Вот, а сейчас просто еще раз быстренько расскажу вам правила, чем нужно заниматься, чтобы вы готовились, может быть, какие-то стратегии себе создавали. Идея скилл-теста заключается в том, что я выбираю танк, скорее всего, это будет механик, потому что у механика собственного урона мало, и уезжаю за как можно дальше от карты, от игровой. Стараюсь не мешать, не хилить, не убивать врагов, да. И за время боя, это обычно там до 10 минут, если, то есть, ваша задача нафармить наибольшее количество киллов. Тот, кто сделает наибольшее количество киллов, мы записываем этот лучший результат на определенном танке. И после этого момента ждем того, кто сможет победить рекорд. Если за все время скилл-теста, а это 1 либо 2 стрима, никто скилл-тест не побил, то мы считаем его победителем, супергением на конкретно этом танке. И, может быть, там какие-нибудь плюшечки ему придумаем. Вот. Сейчас у нас тренировочка для скилл-теста. Опа! Кстати, давайте сейчас не захватывать точку, а сейчас убивать. Кстати, вот сейчас очень можно сделать много фрагов. На врагах. На врагах враги. На фрагах враги. Вот. Сделаем максимальное количество. Я себе заскриншотчу. Вы поймете. И будем дальше смотреть. Ближе к Новому году. Я прям очень хочу этим заняться. Мне идея супер сильно понравилась. И, может быть, какое-нибудь прозвище дадим в комьюнити. Мы же можем, да, получается, в Дискорде кому-то в никнейме дать какое-то прозвище дополнительное, да? Вот. Чтобы все знали, какой у нас игрок сильный. Я буду либо отъеду подальше, либо буду следить за вашими действиями и комментировать их. Я в прошлом, кстати, занимался немножко комментированием. Чуть-чуть. Но я занимался именно такими комментированием
киберспортивных дисциплин. Опачки. Видим, что все союзники, все враги выезжают в центральную точку, чтобы набить максимальное количество киллов. Только там 1-2 танка стоят на месте. Мне интересно, какого типа улучшения будут падать в этих местах. Они все одинаковые или там что-то еще меняется периодически? Мистер Амадеус захватывает точку. Нет, Амадеус не хочет заниматься скилл-тестингом. Амадеус хочет убивать. Ой, хочет захватывать. Слушай, Айверест, а если не секрет, то в каком жанре ты делаешь игру? Ты, получается, уже... Полина. Полина Юхневич, добрый вечер. Добрый вечер, Полина. Хилить не буду. Все, я совсем забыл, что мне ничего нельзя нажимать. Мне ничего не нажимать. Никого хилить, никого не бафать. Мне прям хочется. У меня, знаете, стереотический динамический стереотип. Я чуть не сказал про динамит. Я хотел сказать, что у меня стереотический динамит. Ужасно звучит, конечно. Динамический стереотип. Ну, знаете, это такое научное, практически медицинское описание привычки. Удачного стрима. Игра в стиле танков онлайн, танков X и, возможно, чуточку в стиле Exotense может быть. А ты уже делаешь игру, так круто. Ты скинь нам ссылочку, посмотреть, глянуть, чекнуть. Мы все посмотрим. Это же любительская игра. То есть, да, это интересно. Может быть, когда ты вырастешь, тебя в разработчики возьмут разработчики Exotense. Как тебе такая мысля? И ты уже будешь выбирать, да? Ты будешь решать, создавать тренды. Динамический стереотип проходит в 8 классе по биологии лол в конце года. Да. Вот ты молодец. Ты вот учишься в 8 классе, и поэтому помнишь. Молодец, супер классно. Я тоже это проходил в 8 классе, но я забыл, где это я проходил. Но я просто это периодически использую. Сори, что пока что анонимная разработка. Ну окей. Потом, когда разработаешь, расскажешь. Трям. А еще, мне очень нравится, кстати, вот этот 8 класс курс биологии. Там же ты и проходишь рефлексы, условные, безусловные. Вот, видишь, как хорошо. Ты уже это прошел, и мы с тобой на одном языке разговариваем. Как это круто. Я настолько это все люблю, в смысле биологию, да. Я в 8 классе, действительно, в 8 классе занимал первое место в школьной олимпиаде. На городской я, правда, занял 3-е, но в школьной олимпиаде я занял 1-е место. А учился я в лицее. В крутом лицее. Просто память хорошая, я запоминаю такие элементы иногда. Вот. Это круто. А знаешь, это очень важная вещь, применима. Все мы на самом деле, с точки зрения биологии, и ты, и я, все животные. Мы не можем отрицать нашу животную сущность. И, допустим, то, что ты встал с утра и завариваешь себе кофе и пьешь его, это твой динамический стереотип. И как только ты перестаешь пить кофе по утрам, то твой мозг и твое тело, твой организм понимают, что что-то идет не так, что-то идет неправильно, и начинается паника. Небольшая паника, идет нервозность. А как же так? Где кофе? Почему? Или, допустим, когда ты бросаешь курить. Такая же фигня. Или, допустим, когда ты начинаешь толстеть, резко толстеть. Почему все мы толстеем, да? Вот. Потому что вот я в первом курсе я потолстел, потому что у меня был динамический стереотип, связан с тем, что как только я выходил из метро, я просто жил в 2 станциях от метро до университета. Я как только выходил из станции метро, я покупал шоколадку и такую большую киткатовскую, такую, знаешь, две штучки, и запивал это колой. И у меня
настолько это было привычно, я никогда не думал, что я покупаю. Я всегда, абсолютно всегда делал это автоматически. То есть это был динамический стереотип, который обходил мое сознание. И, конечно же, такое количество шоколада, такое количество такой хрени сделало из меня толстячка небольшого. Я, кстати, похудел. Сейчас я вернулся в свою форму. Я с марта месяца похудел на 19 килограмм. Но как работает, да? То есть все эти вещи, они работают на уровне биологии. И вот то, что ты... Вот Полина, да, соглашается со мной. Полина говорит, что да, действительно, мистер Генослав с Эверестом правду говорят. Сейчас давайте сделаем скриншот. Максимальное количество килов сделал мистер Масислав. Я себе сохраню. Ну, чтобы чисто для себя понимать, да? Вот. Сейчас себе заскринил. И сохранил. Папочку скилл тест. Это мне для будущего понадобится. Папочка скилл тест. Полина пишет то, что не толстеет. А я сейчас объясню, что такое. Skill test. Вот вы, кстати, очень молодцы, то, что вы навели меня на эту идею рассказать, да, вот. А я сейчас объясню. Дело в том, что люди не толстеют, потому что у них, ну, то есть, смотри, если люди делятся с точки зрения скорости обмена веществ на два типа. У тех, которых там быстрый, и у тех, кто медленный. И есть кто-то посерединке. И тот факт, что люди едят все, что хотят, и не толстеют, это говорит о том, что либо человек либо очень молодой, либо у него очень хорошая скорость обмена веществ. Супер быстрая, да? Вот сейчас это слово такое, обмен веществ, как оно по-русски-то нормально звучит. Сейчас я загуглю. Это, особенно если дома только не сижу долго. Обмен веществ это обмен веществ. Метаболизм, все. Все. Вступил, конечно, я кушать, кстати, часто очень хожу. Но вот, Мосислав, ты правильно делаешь. Если ты часто ешь, то ты ускоряешь свой обмен веществ. За счет чего я похудел? Я ускорил свой обмен веществ. Я стал питаться чаще, небольшими порциями. Давайте объясню с точки зрения биологии. Вот у нас Эверест гений в биологии и Полинка. Сейчас я вам расскажу, как это работает. Смотрите. Дело в том, что наш организм, когда он чем-то питается, в зависимости от того, как мы часто его кормим, он делает выводы о том, какая окружающая среда, насколько она к вам враждебна и насколько эта среда по степени опасности, ну, то есть она либо опасная, не опасная, да. Если вы кормите свой организм очень часто, ваш организм думает, что все окей, вы находитесь как бы в раю, и еды много. В любой момент вы имеете прямой доступ к еде. Это very good, да. Ваш организм так думает, и все окей. И поэтому ему не нужно запасать энергию в виде жировых складок, в виде дополнительных, знаете, запасов энергии. А когда вы едите очень редко и едите большими порциями, да, в этом случае организм думает, что все, капец, еда появляется раз в месяц, как только убьем мамонта, остальной месяц мы не едим. И он думает, и в этом случае он включает режим энергосбережения. Ну, как танк, да? У танка очень много, вот прям возьмем моего танка механика, у него очень много различных элементов, на что идет энергия. Например, части, которые отвечают за выстрелы, да, части, которые отвечают за подачу боеприпасов, части, которые отвечают за движение колес. Каждая из этих вещей требует энергии, точно так же, как человек. Есть отделы, которые, ну, мозг, он требует энергии, хождение требует энергии, говорение, то есть болтология требует энергии, да, и все это, когда у вас недостаток еды, потихонечку замедляется, и энергии меньше уходит, да, вот на все, то есть у вас каждый из отделов потихонечку, помаленечку, по одному откидывается, и ваш организм думает, что все, война, нас убьют, голодовка, и поэтому всю еду, которую вы съедаете, он просто запасает в себя. Запасает в себя максимально.
и уменьшает ваш метаболизм. А метаболизм, он зависит, то есть, если он высокий, то он всю энергию, почему он высокий? Смотрите, если у вас обмен веществ высокий, он всю энергию, которую вы поедаете, абсолютно всю, он пускает на трату на все ваши ресурсы, ну то есть на жизнеобеспечение. У вас есть, каждый орган требует ресурсов. И вот, да, хавай, приятного аппетита. И вот на каждый из этих органов он отправляет все. А если у вас и так снабжение едой непостоянное, в этом случае он отключает некоторые из ваших органов или переводит их в энергосбережающий режим. И он не может просто... И он понимает, что если он сейчас всю энергию потратит, вы сразу же моментально сдохнете, потому что непостоянное. Вот, окей. Я, конечно, рассказываю супер тупо, супер простым языком, да, иногда запинаюсь, но идею, я понимаю идею, да, вот, с точки зрения биологии это именно так. Поэтому этот стрим не просто развлекательный, где вы можете сидеть там чилить вместе со мной. Он еще и там рассказывает вам о том, как жить нужно в целом, как правильно питаться. Стрим по правильному питанию. Вот. Поэтому хотите похудеть, хотите избавиться от жировых складок, первое, что вы должны сделать, это нормализовать питание, а именно питаться чаще, маленькими кусочками, чтобы организм... Я пришла на стрим рассказывать про биологию. Ну, кстати, вот да, рассказывать про биологию, ну потому что об этом зашел вопрос. Поэтому, но вообще мы в принципе тоже в том числе и играем. Давайте, кстати, глянем, как дела идут у наших союзничков. Максимальное количество киллов сделал мистер Масислав на Диабло, 5 киллов. Максимум количество ассистов сделал мистер Амадеус, 5. И мистер Бланко, 26, тоже сделал 5. Ага, Амадеус сделал 6. Отлично. И плюс в том, что все враги толпятся в одном месте. Заезжают к нам. Здесь, я не помню, какая точка по буковкам, по циферкам, но какая-то точно циферка, буковка есть. Самоубийство. Почему я всегда беру механика? Потому что механик тот танк, который очень легко бафает союзников. Поэтому, чтобы свои союзники друг друга не бафали, я его беру и смотрю, что происходит дальше у них. Unstoppable. Супер много убийств. Окей, очень жду обновы, чтобы поиграть. Подожди, а обнова недавно была? Или ты ждешь уже следующую обнову? Была совсем недавно обнова, где появился вот этот танк. Прошлый стрим. Прошлый либо позапрошлый стрим. Была обнова. Позапрошлый стрим. Ровно неделю назад была обнова. Да. Полина. Или же ты ждешь следующую обнову? Я, кстати, не в курсе, когда будет следующая обнова. Мне кажется, знает только Мисс Иллюзия. А еще сами разработчики. Следующий. Ага, следующий. Ну вот смотри, а что бы ты хотела, чтобы в следующей обнове было? Но если ты прямо ее ждешь, то ты предполагаешь, что что-то изменится. Вот как, по твоему мнению, что должно измениться, чтобы ты сказал: воу, вот это круто, вот это супер классно. Теперь мы everyday, мы осознанно будем формировать свой динамический стереотип, чтобы каждый день заходить, импроваться в игре. Да? У меня решали проблему с игрой. На твоем компьютере решали проблему с игрой. Все, понял. То есть ты непосредственно созвонилась, списалась со знающим человеком, и вы вместе, получается, проблему решали. Сказали, что после обновы будет все норм. Окей, ну все, шикарно тогда. Это все супер хорошо. Игра таки так, Торм. Ну согласен, да, супер. Я прямо четко вижу, что разработчики молодцы. Из обновления в обновление. То есть мы 2 обновления подряд видим. И типа у нас залетел танк. Сначала... Какой? Подождите, у нас вот появился танк, вот этот вот клинок. До этого еще какой-то танк появлялся. Старик.
очень часто появляются танки в игре. Очень часто. И мне вот супер нравится. Мне нравится, потому что я могу ездить, да, на них. Мне очень сильно нравится то, что я могу изучать. Изучать, как непосредственно в них реализованы... То есть, видите, танк создается с определенными скиллами. И мы, смотря на эти скиллы, мы создаем вместе с вами. Почему я не играю на танках до стрима, вообще не играю, потому что я хочу вместе с вами в режиме онлайн создать, расписать, да, с вами это обсуждая, эффективный тип геймплея, эффективный тип поведения, да. И это прям круто. Графика одна захватывает геймплей, танки новые. Да. Но вот если вот опять же поговорить о биологии, да, вот у меня, вот я сегодня практически при вас, да, показал то, что когда я беру вот этот танк, я сразу же хочу кого-то захилить, потому что я не головой думаю, а мои руки уже действуют. Знаете, есть, об этом немножко писал Дэниел Канеман в своей книге «Думай быстро, думай медленно, решай быстро». Go тогда ласт-каточку. Я вам, кстати, расскажу про эту книгу немножечко сейчас. Вот есть книга, да, у него такая. Дэниел Канеман — это человек, который математик сам по образованию, но за свои достижения получил Нобелевскую премию по поведенческой экономике. Это мышечная память. Все правильно ты говоришь, мышечная память. Вот. Он получил Нобелевскую премию по поведенческой экономике. И за счет того, что вот, в том числе за то, что он разделил мыслительный процесс на два больших раздела. Это система 1 и система 2. Система 1 это тот раздел, который работает с точки зрения биологии в режиме бей либо беги, и который затрачивает минимальное количество энергии. И это действительно, как написал Мойс, это скорее мышечная память. Это то, что, знаете, то, что вы делаете, когда у вас вам нужно быстро что-то ответить. И вот я резко спросил, 2 же 2. Вы такие 4. Все, никто никогда действительно не думает, сколько 2 же 2 равно, да? Все точно знают. 4. Это мышечная память. Второй отдел, система 2, это, ну, давайте, немножечко образовательный стрим. Раз уж я уже начал про биологию рассказывать, немножечко чуть вам, да? Давайте я уже закончу. Второй отдел по Канеману, система 2, значит, это тот раздел, который требует очень много энергии, но он именно заточен на то, что вы думаете усердно. Допустим, такой же пример, 2 же 2, 4, но если вас прошло 1644 умножить на 85, в этот момент вы просто не можете. Чтобы это умножить в голове, вы должны построить в голове 2 числа, перемножить их столбиком, сложить. Вот, все, я тут. Да, 5. Поэтому 2 же 2 равно 7 вообще-то. Да, вот. И тогда вот, когда вы в своей голове строите сложные логические структуры, которые включают в себя более одной итерации, в этом случае у вас задействуется система 2. Вот. А в чем глобальная разница между этими системами? В том, что, как я уже сказал, в энергозатрате, да, то есть вам не нужно вообще думать, у вас голова не болит, да, когда вы вспоминаете про 2×2, да, вот. И в том, что вот вы можете одновременно с этой деятельностью по системе 1 делать все, что угодно. Вы можете, допустим, косить сено, да, вот я когда летом рили, 2 же 2 будет 100, да. И вот я когда был помоложе, я каждое лето ездил к бабушке и дедушке. Я типа помогал им косить сено. И вот когда я этим занимался, деятельностью однотипной, такой не тяжелой, я вот работал граблями, и в этот момент меня спросили 2 же 2, я сразу же отвечал 4, да, либо какой твой любимый танк, ну то есть любой вопрос легкий, я отвечаю, да, то есть эта часть вашего организма, она хороша тогда, потому что она может работать параллельно с другими вещами. Вы можете одновременно делать несколько важных сложных дел. А система 2, она, как только вы ее включаете, она блокирует все другие отделы вашего организма, и вашего просто не хватает энергоснабжения. То есть вы не можете быстро бегать, да, и одновременно решать сложные логические задачи. У вас просто мозг скажет: лоу, так не работает, так нельзя.
Вы постарайтесь. Тот, кто действительно добьется таких результатов, будет гениальным человеком. Да, либо у него будет очень крутой организм. Найс, мое оглашение не прошло по счету. Сейчас глянем. Сейчас, подожди, я гляну, как работает ваше оглашение. А ты на ком играешь? Ты играешь на... Сейчас, ты играешь на Масиславе. Может быть. Который еще не был активирован. Very interesting. Так вот, какой вывод можно сделать, да, из всех этих моих лирических отступлений, да? Вот. Он говорит о том, что если вы чем-то сильно заняты, какой-то физической сильной деятельностью, вы не можете параллельно с очень сложной физической деятельностью заниматься умственной. Вы должны разделять эти виды деятельности. Вот это лайфхак вам от Геннадия. Вопросы, которые требуют, которые как-то влияют на вашу жизнь, серьезно, на будущее, да, они должны решаться вами в моменты, когда вы не находитесь в стрессе. Вот какой уже. А почему стресс, да? А потому что стресс это задействование. Стресс это всегда задействование симпатического отдела вегетативной нервной системы. Это, кстати, тоже из биологии. Только не помню какой класс. По-моему, 9 или 10. А еще, кстати, за новый режим. Сейчас расскажу. Новый режим это режим смертельная битва, основная задача которого выиграть врагов при помощи убийства танков. У каждого танка есть по 4 респауна, то есть 4 раза танк может появиться на карте. Если ты умер 4-й раз, то ты уже не появляешься на карте. Помимо этого, у тебя есть другой альтернативный способ выиграть матч, если ты захватишь точку. Вот Мосс об этом тоже писал. Также в новом режиме появляются новые объекты, которых еще не было. Назовем их игровая сущность, да? Эверест как гений меня поддержит, он же молодой гейм-девелопер. Он меня, меня поддержит. Вот. В игре появились новые игровые сущности. Ты их подбираешь, и на тебе появляется баф. Типа брони. И есть места, заезжая на которые, как в автомойку, тебя ремонтируют. Ты прям заехал, и там появляются штуки, которые тебя хилят. Кстати, вот сюда. Давайте заедем сюда. Нет, сюда заехать нельзя. Вот, прикольно, да-да-да. Эверест, кстати, поставил смайлик, говорит, да-да-да, поддерживаю. Поддерживает нас чисто. Держал. А хотите, я вам что-нибудь про стресс расскажу потом? Ну так вот. Как можно использовать знания о системе 1 и системе 2? Вообще лучше всего, конечно, книгу почитать. Книга, она, скажу сразу, не дешевая, она очень крутая, очень сложным научным языком написанная. За эту книгу дали Нобелевскую премию по поведенческой экономике, да, за все это такое. Вот. Но ее нужно почитать. Еще раз, кому нужно, прям диктую. Дэниэль Канеман. Думай медленно, решай быстро. Она объясняет. Чтобы такие люди в школе учили. Типа меня, типа Геннадия или типа Даниэля Канемана. Ну, скажу так, что по поводу школы. Ну вот есть такой физик Фейнман. Имя не помню. Так вот, он преподавал в университете и в школе в том числе. И те книги, по которым вы учите физику, 5 класс, по-моему, это Перышкин, да? Перышкин, 5, 6, 7 класс, они в том числе основывались на принципах обучения детей физики от Фейнмана. А какие это именно были принципы, сейчас вкратце расскажу. Он заставляет всех, ну то есть сам дает пример о том, он тоже Нобелевский лауреат, он говорит, что если вы хотите, чтобы ваш
ваш человек, которому вы что-то объясняете, вас понял, вам нужно объяснять материал при помощи тех же слов, значение которых он уже понимает. Я что знаю? Я в Беларуси живу. Ага. Беларусь хороша. У меня друзья есть из Гомеля, там, из всяких вот мест таких интересных. Вот. Так вот, чтобы вас, если вашу новую информацию, которую вы хотите рассказать своему другу, союзнику, да, бизнес-партнеру, поймет даже пятиклассник, значит это круто. Урон вплотную не прошел 4 раза подряд подкрученный Эверест. А кто подкрутил-то Эвересту все? А? Кто ж такой нехороший? Эверест просто гениальный, вот в чем проблема. Поэтому Эверест, оказывается, с вами играет. Я, кстати, тоже до этого заметил, что он с нами, оказывается, играет. Скилл-тест, получается, не удается правильно провести. Ну ладно. Ничего страшного. Мы потом проведем нормальный скилл-тест. Я правила расскажу. Иллюзия анонсирует. Так, мистер Бланко. Угу. Вижу, слышу. Вот это, кстати, я ставлю. Да, Эверест такой, знаешь, что смеется. Ха-ха-ха. Вы-то думали, почему вы там не выигрываете быстро? Потому что я здесь с вами. Я против вас. Massacre. Точечка наша захватывается. Давайте я помогу союзникам захватить точку. Ну, потому что уже скилл-тест не идет. Ух ты. Ария, смотрите, как из него вылетают эти, да? Я вот стреляю в него, и получается прямо... Вижу, как он сыпется. Какие прикольные штуки есть в игре. Каких особо нету в других играх. А давайте подумаем. Я на этот вопрос не смогу ответить. Я периодически играю в разные игры, но я в основном играю, знаете, в мультиплеерные. Я в другие практически... Ну, то есть, очень редко играю. На этот вопрос нужно задавать Масиславу. Мистер Масислав, как вы думаете, какие есть прикольные штучки в этой игре, которых особо нету в других играх? А есть ли вообще прикольные штучки, которых нет, вообще нету, не то чтобы особо, а вообще нет в других играх? Вы можете сказать по этому поводу парочку слов, месье? Непроходимость урона вплотную. Не баг, а фича. Непроходимость урона вплотную. Надо задать вопрос разработчикам. Напиши, пожалуйста, Мойс. Иллюзии. Может, тебе ответят, что вот вплотную урон не проходится. А может, действительно он не проходится. И все. А прикинь, ты все правильно делал. Прикинь, что так оно и работает. Ну смотри, давай я попробую ответить, Полина, на твой вопрос, прикольно в фишках. Который, вот я не могу сказать, видишь, вопрос твой сложен в том, что ты, он состоит из двух частей. То есть, во-первых, какие прикольные плюшки есть, и во-вторых, каких нету в других играх. Вот про вторую часть я не могу ничего сказать. Вот я про первую часть могу сказать. Давай так, я просто разделю вопрос на две части. Вот сейчас это последняя катка. Поставлю на паузу, выделю 2 минуты, расскажу, что есть такого прикольного, да? А уже кто-нибудь еще поддержит меня, либо ты сама сделаешь выводы, чего нет в других. В первую очередь, здесь
как мне кажется, да, вот чего я не видел, это уникальный сеттинг. То есть экзотанки. То есть это не совсем танки. Если вот честно говорить, то это не совсем танки. Сейчас, вот я сейчас тогда выйду из группы, чтобы меня в игру не приглашали. Я сейчас открою и скажу, что это не совсем танки, это экзотанки. Это новый тип... боевой единицы. То есть... Эверест, спасибо. Я... Все, это была ласткатка. Я сейчас быстренько расскажу, о чем идет речь, да? С вами потом следующий... Ну, то есть, поиграйте без меня, пожалуйста. Вот. Из прикольного то, что это боевая машина. Вот. И эта боевая машина есть 3 типов. Это то, что стандартный танк многогусеничный. Есть танки, которые сколесные, и есть танки, которые летают. Это из таких прикольных штучек. Сейчас пожу и буду играть. Хорошо, игра. Это вот, это раз, да? Из таких прикольных вещей, которые лично я заметил. Во-вторых, да, это то, что у любой, абсолютно любой боевой машины есть способности. То есть есть определенные способности, их 4 всегда. Причем помимо 4 способностей есть внутриигровая прокачка. То есть ты играешь и с левелом получаешь, то есть когда ты убиваешь врагов либо захватываешь точки, ты получаешь опыт. За этот опыт ты, когда достигаешь определенного значения опыта, ты получаешь уровень. И вот за каждый последующий уровень ты получаешь плюшки. Что дают тебе эти плюшки? Плюшки дают тебе модификации. Модификация — это улучшение твоего танка. Это либо появление новой способности, либо улучшение числовых характеристик какой-то предыдущей способности. То есть твой танк становится просто лучше, круче. Вот. Это раз. Есть другие модификации, улучшения, да? Ты зачастую увеличиваешь прочность своей боевой машины. Экзотанка, да, вот. Из таких вот уникальных вещей. Вот. И то, что эти вот танки, сеттинг, они находятся на других планетах. То есть это Марс. И вот то, что только что мы сегодня играли, я периодически обращал внимание на небо. Вот вы смотрите на небо, и там вот есть большой небесный объект. Что это за небесный? Он рукотворный. Этот небесный объект, и у тебя сразу же возникает мысль, а что же там было? Может быть, там мистер Дарт Вейдер какой-то плохой, гениальный, злой гений, что-то там вытворяет с вами, а вы против него воюете и прочее. И сразу же пошло-поехало. Из таких вот самых прикольных вещей. И что мне еще нравится? Мне нравится то, что здесь разработчики понемножечку, помаленечку передают лор игры через аватарки, которые мы сейчас покупаем и ставим себе. Вот я люблю вот эту аватарку. И описание танков. Вот выходит новое описание танка, и мы в нем видим, что есть здесь что-то. Вот, ну, то есть самое прикольное, это вот две большие вещи. Это сеттинг, он немножечко уникальный, да? Он не такой вот, какой мы обычно привыкли видеть, и использование в этом уникальном сеттинге непривычные для этого сеттинга элементы. Вот, примерно так. Это очень коротко. Ну что ж, дамы и господа, зрители мои хорошенькие, экзотанкисты, боевые дроиды и кто как себя хочет называть, так и называет, да. Всем большое спасибо, был прикольный стрим, мы с вами в первой части поиграли, мы с вами сыграли в новый режим, мы обсудили, да, что из себя представляет новый режим, сказали, лично мне новый режим понравился, да, очень круто, шикарно, то, что появилось место ремонта, прям супер клево, я буду периодически там ремонтироваться, вот, появились элементы на карте, которые нас периодически бафают как-то различными способами, да, я пока что встретил только баф в виде брони дополнительной, все. Мне супер нравится. Режим хороший. Самое главное, то, что нас почаще туда кидали. Сегодня, помимо этого, какой тут танк сильнее? Давай так. Какой тут танк сильнее? Это очень сложный вопрос, потому что в зависимости от того, как правильно пишет ТВР, в зависимости от того, какой танк в каких руках, это все очень сильно зависит, да, и от стиля игры, действительно, потому что вот Мойс, надо у Мойса больше спрашивать, потому что на скилл-тестах Мойс показывает интересные результаты. Очень много киллов.
Ты можешь спросить у него, но я этот вопрос могу тебе ответить уже на следующем стриме, потому что этот подходит к концу. Но в любом случае, спасибо большое за вопросики. Всем спасибо, да. Тот, кто даже меня немножечко в биологическую сферу тоже направил, тоже молодец. Я рассказал первое, что пришло на ум, очень коротко, очень быстро, в целом. Так что хорошего вам вечера. В пятницу вас жду также на стрим в обычное время. Играть было интересно. Что ж, давайте, пока-пока. Goodbye, goodbye.